Дорогой друг, ты на канале Cosmic Gamer, меня зовут Евгений, и мы продолжаем выживать на Марсе в игре Stationers. Давай еще один сделаем, так чтобы и сеть не перегрузить, сколько они там жрут. По киловатту, скорее всего, каждый. Обменник, знаю. Газовый радиатор, жидкостные радиаторы могут понадобиться. Изолированная газовая цистерна, это надо. Так. Ну, вроде бы все, что я хотел, я сделал. Трубное оборудование мне пока тоже не нужно. Хотя я могу сделать. У меня там еще есть одна канистра с водой, можно закинуть. Пока я буду возиться со льдами, пока они нагреются. Вот. Жидкостный электрический клапан нет. Анализатор жидкости в трубе. Но я автоматизировать там ничего не буду пока что. Буду просто сам бегать, контролировать. Еще всего интересного. Еще всего интересного. Ну и сбросим ресурсы. Они мне сейчас пригодятся. Как бодро выпрыгивают. Ресурсы забрать и закинуть, например, вот сюда пока сложить. Да, немало слитков получилось. Так, где это оборудование? Трубное. Мне не хочешь так переключаться? Что у нас там? Пшеница дает 4, но пока не плодоносит. Здесь 5. Семян еще нет. Активно растет. Отлично. Я думал, у меня получится из этой штуки сделать резервуар для баллона. Вот такой. И монет. Пока полежит. Так, регуляторы, насос, сам баллон, трубы вот изолированные, нагревайка, клапан для давления. Тут мне понадобится давай вот этот, кстати, закинем. Смотрим, что у нас тут. 15 килопаскалей. Идем. Жидкости 33 литра имеет. Теперь
Жидкости 39 литров. Лучше уже. Да отстань ты от лестницы, вечно на нее лезет. 6, 9. Давай возьмем здесь 4. Оба мне понадобятся эти. И здесь мне понадобится взять. Так. 2. Это возьмем. Все, пойдем на улицу потихонечку ходить. Поставим фримы, заварим, потом вернемся. Имена нужны. Хм. Меня радует такое состояние по электричеству. Вот тут у нас будет система нагрева воды. Сразу ее заварю. Такая платформа будет. Да, она пока будет на улице, но я не вижу пока смысла делать ее внутри. Можно будет лестницу еще сделать. Вот тут мы отсоединим трубу. И там у нас газ внутри. Ну, он не тот самый. Исчезнет, в общем, когда я начну заниматься. Трубу можно на место вернуть. Чем тебя ковырять? Вот так. Болгаркой срезать. Лист получился. И, наверное, выкрутить. Вот. Так, теперь в обратном порядке. Запрыгиваю. Надо будет лестницу делать. И у меня есть лестница. Вот сюда я буду загонять. Это будет точка входа. Значит, у меня где-то баллон будет вот тут стоять. Вот здесь будет стоять. И нагреватели будут с этой стороны. Здесь я буду загонять сюда насосом. И обратка с этой стороны где-то будет. Тут, наверное. Тут же и будет узел с обраткой. Значит, эта штука будет стоять вот здесь. Для удобства. Надо ее теперь обратно собрать, да? Легко собирается, легко. Что происходит? Вот у меня кабель здесь выходит. Электрический. И так или иначе, хоть оборудование изолировано, но оно с этой стороны базы будет находиться всегда в тени. И не хорошо, и не плохо, но я нагреваться от солнца не планирую. Включается. И по идее эта штука будет еще и подогревать в процессе. То есть оно прям не ледяной пойдет лед.
Или я бы сказал, не минусовый. Лестницу надо взять. У меня там есть. О, батареи полные, переполненные. Когда такое было? Просто когда такое было, чтобы батареи были переполнены? А это вот уже, кстати, хорошо, что есть избыток энергии. Это значит, что этот избыток можно будет еще куда-нибудь придумать деть. То есть синяя красота. Так, отстань от лестницы. Вот эту лестницу я возьму. Одну штучку. Хотя не, можно две. Дальше. Дальше можно, кстати, вот это выводить. Нет, это льды. Не знаю, не буду пока ничего выкладывать. Я возьму дальше вот цистерну. Это. Это. Шли снова. То есть в данный момент у меня такой, на самом деле, не маленький расход энергии на базе. Включая лампочки, вот эти все схемы и так далее. И у меня до неом энергия переполнилась в батареях. Это значит, что я вырвался из энергетического, как это называется, рабства или кризиса. Я буду залазить. Вот. Буду залазить. А, переключайся. Ты же в этом квадрате, ну. Нет, там провод, да? Да, там провод, все. Ну и ладно. Так, это у нас выход газа. Как раз сюда мне и надо. Дымоходик организуем. Как-то так. Больно получилось. Мне прям нравится. Цистерна. Цистерну я планировал... О, она хорошего размера. Прям большая. Так. О, поближе подставим. Выкрутить получится? Да. Большая изолированная цистерна. Сколько там литров? Анализатором для растений посмотрел, сколько литров. Ну, есть справочник, я надеюсь. Газовая. И не газовая, жидкостная. Жидкостная цистерна. Еще изолированная. Она у нас большая или небольшая? Это какая цистерна? Низкий заряд. Это просто жидкостная цистерна. Просто не это... Есть большая изолированная, а есть обычная. Потребление энергии 10 Вт. Это на датчике, я так понимаю. Объем 6000 литров. Давление 6 килопаскалей. Ну, на 6000 литров 6 килопаскалей это много. И куча всяких у него тут показателей, которые мне в данный момент пока не интересны. Теперь мне надо соединить, да, и делать вот здесь вот развязку.
Теперь мне нужно сос, клапан обратки, сами трубы. Сливатель я поставлю потом. Вот тоже скручу, поставлю. Стой. И фильтры, он говорит, надо заменить. У меня по фильтрам полный вот этот. Да, его. Так. Я ничего не забыл. Ну, нет, я ничего не забыл. Я сниму грейку. Стакаются прекрасно. Что там? Вот, пшеница. Надо ее собрать, потому что я сейчас буду. Семена берем. Наберем. Тут только пшеница. 8 семян имеется. Берем. Мне, наверное, 8 семян. Мне пока хватит. Буду собирать пшеницу. Засаживаем заново. Девятнадцать пшеницы получилось. Процессим сразу. $95 граммов. 19 пшеницы. Да, логично. Оп. Пожалуйста, тебе. Там еще одна мука осталась. Это будет еще 2 батончика. Ну что, производство налажено. Конечно, производство вручную. Пока без каких-то там автоматизаций. Но зато это еда. И вот прям будет много. Надо будет какой-то ящик организовать для еды. У меня есть вот такой ящик. Это подставка, стоп. Есть 2 штуки. Ставить, куда их поставить? Их надо на фрейм ставить, на жесткую поверхность. Прям вот так. Ну нет, я туда потом не доберусь. Туда не доберусь. Вот это вот оббегать, прыгать. И как там провода? Ладно, не буду вам мучиться. Пусть пока стоит. Пойдем заниматься водой. Пойдем. Обратка будет нам в систему возвращаться.
Так. И насос будет в ту сторону качивать жидкость. Если мы сделаем электричество. Куда я на лестницу попал? Ботинки к лестнице так и магнитятся. Только подойдешь, а ты сразу на лестнице. Я здесь, наверное, не смогу, да, теперь трубами оперировать. Посмотрим, смогу или не смогу. Куда трубы делись? Изолированные. Да их дел. 100% выложил, да? Да, я их выкладывал возле гидропоники. Да заварить место неудобное. Вот оно. Ну что ж ты к лестнице цепляешься? Вот оно. Идет. Идет. Надо вот это заварить ногами. Это еще мне было. Ток не заваренный. Вот. Критический уровень обезвоживания. Ну попьем водички, сейчас на базу вернемся, попьем. Я же так бегаю туда-сюда. Сейчас надо будет, наверное, вот эту трубку вытащить, а изолированную туда вставить. Туда потянул. Назад вернись. Так. Так. И вертикально она должна была. Так. Вот. Теперь у нас... Как не получится? А то я провода зря сюда воткнул. Буду вынимать. Сортировалась, я так понимаю, в сумке. Неожиданным, неудобным образом. Ладно. Я с проводами решу. Здесь у нас будет обратка. Так. И обратка к нам в систему. В случае перекачки. Здесь все. Здесь все. Два вот этих нагревателя.
И провода надо повыковыривать. Хочется, да, пить. Хм. Ой, провода сделал. Теперь надо изолировать, доизолировать трубы. Надо в открытом виде. Так. Теперь можно пробовать плавить. Да, я пойду. Им воду и поплавим. То. Два. Выключено хорошо. Сколько там получается? Температура 5 градусов. 200 литров. Сейчас объем жидкости 1 литр. Пойду воды попью и кину лишнее. Возьму анализатор атмосферы. Здесь буду смотреть. Сейчас с этой стороны мостик сделать, прыгать. Ага, понятно. Пусть меня прыгунец. Значит так. Раз. А. Попил. Поел. 3 батончика. Тоже мое производство, мой остаток. Тоже приятно. А, что у нас? У нас папа. Да, закинуть. И мой анализатор атмосферы. Анализатор сетевой. Кстати, вот сетевой я тоже возьму и посмотрю, сколько там будет жрать. У кого. Снова токсины откуда-то берутся. Растет, растет. Точно растет.
И надо выгонять. Он накапливается. Он берется. Критический уровень заряда. Зарядимся. Это сортировка, хорошо. Я вот так вот все открою. У меня нормально все открывается. Ну да. Ел, бродил. Так. Токсинов нет? Токсинов нет. Мне кажется, вот что-то куда-то переместилось. Ага, да. Пойдем на улицу. Как будто переместилось не на свое место. Открываем шлем. Гудит Бак трансформатор. отходов переполнен. Бак отходов переполнен. Не успел на улицу выйти. Вернем бак отходов. У меня там где-то был бур, в котором у меня мой... Вот он. Вот он мой бур и мой бак отходов. Пойдет. Смотрим, что у нас там. 5 градусов вода. Всего воды сколько? Значит, объем 6000 литров. 6 тонн, считай. А, давление 7 килопаскалей. Жидкости по факту воды 33 литра. Чем отличается вода слева от воды справа? Может быть, вода газообразная или что? Не знаю. Разберемся по ходу. Ехали дробить. Сколько будет со 100 кусочков? Скорее всего, да. Слева вода жидкая, справа вода как будто бы газ. 57 литров получилось суммарно. Не так, чтобы прям очень много, но мое. Там у меня на базе сейчас вообще 33 литра или что такое. Сколько там литров? Там 41 литр воды. 27 градусов. А здесь литров. 4 литра. В баке 101 литр.
В трубе 4 литра. Температура в трубе 4,62 градуса, в баке 4,62 градуса. Общее давление, наверное, цельное, да? 7,84, 7,84. А в комнате 14 килопаскалей давление и 27 градусов температуры, 41 литр воды. Надо понять, сколько там для пшеницы надо максимальное давление воды, если оно вообще указано. 50 килопаскалей минимальное идеальное давление. По воде ничего не сказано. Это температура, в смысле это воздуха, давление. Есть потребление воды. И что там по трубам? Давай гидропонику найдем. Посмотрим, сколько она держит давление. Гидропонный лоток. Пьем 100 литров. Удобрение можно делать. 6 килопаскалей. 6000 килопаскалей. 6 мегапаскалей. Давай 6 поставим максимальное давление. И по трубам что там? Это вот штука. Тоже 6. Обычная труба. Да, скорее всего, обычная труба тоже 6. Проверим. Труба держит 6. Обычная жидкостная труба тоже 6. В общем, 6 килопаскалей это норма. Значит, это наша норма. Ставим тут 6. А поставим, например, 5. Если будет выше 5, пусть на обратку идет. Так. Насос сколько может качать? 5 литров, 6 литров, литров. 10 литров максимум. Не буду 10 качать. Начнем с 5 литров. Переобогревайки. Сколько вы жрете? Киловатт. У меня есть 293 киловатта напряжения. Я могу включить 2. Смотреть за температурой. Ой, растение. Вот. Это, наверное, здесь будет сейчас видно сколько. 2,14. Это, наверное, просто внутри. Здесь в трубе температура растет. В баке растет. Отлично. Доплавим. А льда у меня больше нет. Тогда все. Просто будем нагревать. 5. Довольно бодро нагревается.
в таком низком давлении. Довольно хорошо нагревается. Очень бодро, наверное, тратится электричество. Отойду. Это здесь был лед. Отойду. За 34 градуса смотреть. Вот он, лед. Далеко от базы. Его возьму. Собственно, 2 стака льда, полтора. Вернее, почти 2 полных стака я взял. Я его сейчас вот сюда заброшу. Режет. Ну и нагреваемся. Ставлю, пусть обогревайки работают. У меня, конечно, не очень красиво. Там, кстати, в трубе 55 градусов. Надо охладить. Растет. Надо радиаторы сюда поставить, и будет охлаждаться. Растут мои растения, растут. Скоро водички добавлю. Что мои радиаторы? Вот такие радиаторы надо поставить. Там будет охлаждаться. Он как раз вот сейчас в активном, скажем так, режиме занимается охлаждением. Пополним кислород. Критический уровень воздуха в резервуаре. Стравим туда углекислый газ. Критическое состояние бака отходов. Угу. Так, стравим. У нас пусто. Можно выкласть. То же самое.
ставлю. Сильно притык, чтобы ходить можно было. Низкий уровень кислорода. Критический уровень кислорода. Ящик один еще в обиходе. Куда я дел гаечный ключ? Здесь у меня будет теперь вот эта вот вся шахтерская штуковина. Нельзя выкладывать, это мне надо. Кость. Вот это тоже. Пока готов. Ходить можно? Можно. Нормально. Чем пшеничка налажена производство. Теперь надо остудить более эффективно вот эту штуковину. Там 78 градусов. Более эффективно ее можно остудить, если сделать взаимодействие с атмосферой. Для этого надо сделать в принтере радиаторы газовые. Значит, золото и сталь. Сталь, золото. О, сталь. И на стену себе еще внутри помещения повесить несколько радиаторов. Делалось. Один уже висит, третий. Если вот с этой стороны повешу радиатора, и потом там повешу на улице несколько. Ты. Давай там, например, сделаем 9. Здесь можно 6 повесить. Того мне надо будет 14 штук. Вот 9 на улицу. И давай еще. Сейчас 4-5, и как раз хватит. Достаточно. Будет вот так еще. И мне нужны еще трубы.
штучек, да? Еще где есть? Да отстань ты от лестницы. Раз. Три. Ага. Вот так. Поворот. Практически идеально. Посмотрим. Надо, чтобы... Должно охлаждаться помещение эффективнее. Главное, чтобы не прям сильно активно, потому что надо будет снимать радиаторы. Да отстань ты от лестницы. Вот и 9 штук на улицу повешу, пойду. Шлем закрой. Пойти водичку проверить. Что-то я устал уже. Бегать туда-сюда. Душ бы. Или там, не знаю, слипер поставить. Да. Да. Потом я хотел побезобразничать. Так. Еще можно этих. Вот 2. Чтобы не прицепишь ничего никуда. Да, можно прицепить. И еще трубы нужны. Трубы. Там снизу особо не снимешь, сверху тоже особо не снимешь. И так стоять. Ладно. Будет слабо эффективно, сделаю лучше. Вот здесь вот 9 градусов. Уже хорошо. Еще надо немножко дожать. 164 литра имеется воды. Я думаю, мне ее хватит на какое-то время. Растет температура. Сейчас хотя бы градусов до 20 сделаем. Там сколько в помещении? 27. То есть уже практически там температура сравнялась с температурой помещения. А здесь надо добирать. Не хочу я лед туда отправлять. 9 градусов. Пойти сделать по-нормальному. Добавить трубы. Где железо? Там пшеница поднимается. Труба, ты где? Вот труба. Делай нам сетку с труб.
Здесь температура 29,6. Но она стремительно не падает. Держится. Хотя вот на полградуса, вернее даже не на полградуса, на 0,1 градуса только что упала. Я так понимаю, у меня там охладитель сейчас не включен. Да, охладитель не включен, значит работают вот эти радиаторы боковые. Будем смотреть. Просто если получится стабилизировать пассивную температуру, можно будет не заниматься постоянным тратой энергии вот на хладоген, на охлаждение. И охлаждать только при каких-то прям таких экстренных ситуациях. 29,4, 29,5. Может хотя бы стабилизировать и удержать получится температуру пассивным способом. Тут растения. Сходим. Чё? Ага, а вот энергия уже значительно потратилась. Я даже знаю почему и могу сказать, потому что у меня вот там 2 киловатта вон стабильно естся. Едается очень стабильно и бодро. Прям бодрее некуда. Здесь на самом деле так называемый змеевик не нужен. Мне достаточно просто, чтобы объем был. Так, о, красиво же, да? Красиво. Я не буду трубы убирать, потому что я потеряю объем, давление. Я вот сверху сделаю еще одну. Ой-ой, куда? А что, так можно было? 5 на 3. Серьезно? Тут удобно же. Меньше секций, меньше проблем. Вот. То есть 9 штучек. Красиво. Стена, считай. Ну и что, как с теплообменом? Температура должна падать. Тихонечку падает. Не слишком стремительно, но заметно. Это тоже хорошо. Если еще правильным газом наполнить, так вообще будет прекрасно. Но пока так, как есть. Все же 11 градусов. Низкий заряд. В 11 градусов это уже хорошо. 11 в трубе. Я был так мимо. Минус 47, думаю, ого. Да, надо было бы, может быть, больше обогревателей. Тогда у меня электричество быстро сядет. Нагревается.
Что, дорогие друзья, серия подошла к концу. По времени она получилась больше, чем хотелось, но я сделал очень много, как для меня. Да, я сделал и запас воды уже подогревается, готовый пополняться в гидропонику. И стабилизировал этот вот хладоген. Он теперь остывает значительно эффективнее. Но основное достижение серии, конечно же, это вода. В этой серии я много копал, много принес материалов. Сейчас экстренным образом зарядится батарея, потому что я потратил энергию. Я думаю, в следующей серии можно будет заняться автоматизацией включения и выключения вот этого генератора на случай, когда у меня мало энергии. То есть если батарея в критичном состоянии. В данный момент и в следующей серии, естественно, я думаю, уже к тому моменту, когда мы дождемся, пока нагреется вода, пустим ее в гидропонику. Я за кадром делать ничего не буду. Лучше промотаю, покажу весь процесс, чем где-то что-то вырежем и потом будем угадывать, что же произошло. Эту яму, конечно, не знаю, что с ней делать. Яма и яма. Спасибо, что были со мной на протяжении этой серии. Спасибо за твой лайк, за подписку. Приходите в следующую серию, она выйдет завтра. Пока.